Да, в следующий раз, конечно, нужно приезжать сюда на внедорожнике. Правда, у меня нет внедорожника. Привет, друзья! С вами Макс и микрофон. Сегодня у меня на мне надета арафатка, не потому что сейчас очень холодно, а потому что там скрыт микрофон. А почему микрофон там? Все просто, потому что я в том месте, где сильный ветер. Видите, мои волосы треплет ветер. Это та причина, почему я люблю длинные волосы. Так вот, а почему ветер? Потому что, друзья, мы с вами приехали в прекрасное место, которое я вам сейчас покажу. Вот. У-ху-ху. Да, друзья, это тоже Россия. Да, это тоже Россия, и это почти декабрь, это почти зима. Почти зима. Мы сейчас с вами отправимся в небольшую прогулку. Я знаю, что здесь есть где-то тропинка. Здесь есть дорога. Видите, внедорожник поднимается как раз по этой дороге. Ну, я туда не поехал, потому что у меня не внедорожник. Здесь есть дорога для автомобилей, но здесь также есть дорожка маленькая, по которой можно пройтись, прогуляться и посмотреть на красивые места. Но я не знаю, где она, поэтому мы с вами будем ее искать. Может быть, мы ее найдем, но может быть, мы ее не найдем. Кстати, друзья, если вам нравятся мои YouTube-видео, то, пожалуйста, ставьте лайк. Также вы можете подписаться на мой канал, это очень круто. А еще, если вы хотите изучать русский язык гораздо эффективней, то вы можете скачать сборник из 100 транскрипций для моих YouTube-видео. 100 транскрипций для YouTube-видео в одном файле. Супер удобно. Ссылка будет в описании. В любом случае, у меня для вас есть интересная тема для сегодняшнего разговора. Я думаю, что она вам понравится. Эта тема будет актуальна для тех, кто любит путешествовать. Особенно для тех, кто хочет поехать в Россию и увидеть разные вот такие крутые места. Мы сейчас находимся рядом с городом Новороссийском, где я живу. Это место называется Широкая Балка. Ну, вернее, Широкая Балка вот там, чуть подальше. А это просто бухта. Здесь нудистский пляж. Не спрашивайте меня, откуда я знаю про нудистский пляж. Так вот, топик будет интересен тем, кто хочет и планирует попутешествовать в России. Потому что скоро закончится карантин, я надеюсь. Я надеюсь, что вообще пандемия когда-нибудь закончится, а она точно когда-нибудь закончится, и все мы сможем путешествовать. И вы сможете приехать в Россию и посмотреть на все потрясающие красивые места, которые есть в России. Но когда вы приедете в Россию, перед вами будет вопрос. Перед каждым туристом, перед каждым путешественником, а я думаю, что этот канал смотрят путешественники, хотя я ничего против туристов не имею. Так вот, смотрите, шли дожди, и поэтому на моей подошве куча грязи, вернее, это глина. Куча глины налипла на мои ботинки, на подошву моих ботинок. Так вот, если путешественники смотрят этот канал, значит, путешественники или туристы захотят что-то купить в России. Правда? Я думаю, что все любят
покупать какие-то вещи. Мы их называем сувенирами. Сувенир. Есть еще, кстати, старое русское слово, которое вы можете встретить в сказках, например. Грязи становится все больше и больше. Жесть. Есть старое слово, синоним к слову сувенир, это слово гостинец. Очень, кстати, классное слово гостинец. Во многих сказках, когда отец уезжал в какие-то другие города, в другие страны, он спрашивал своих дочерей: девочки, что вам привезти, каких гостинцев вы хотите, или какой гостинец вы бы хотели получить? Вот, например, можете почитать сказку «Аленький цветочек». Там используется это слово. То есть гостинец – это сувенир. То есть ты хочешь угостить своих близких, своих друзей чем-то интересным. Да? То есть ты хочешь купить сувенир для своих близких людей. Так вот, но что выбрать? Что выбрать в качестве сувенира? Блин, я иду вообще в какую-то... Я иду вообще непонятно где. Я не знаю, где эта тропинка должна быть. Но я надеюсь, что вы не обидитесь, если мы ее не найдем. Но я очень постараюсь. Может быть, вот там будет какой-то поворот. А может быть, нужно будет идти дальше. Я не знаю. Так вот, сувениры. Какие сувениры чаще всего покупают люди? Ну, самые распространенные сувениры – это магниты, да, маленькие магниты, магнитики. Магнитики, которые можно примагнитить, да, или прикрепить на холодильник. Не знаю, как в вашей стране, но в России это было очень популярно, и даже сейчас многие люди любят покупать эти маленькие магниты и разные другие мелкие вещи. Но проблема в том, почему я ненавижу такие сувениры, почему я ненавижу магниты. Проблема в том, что они все делаются где-то на одной фабрике, там, в Китае или в Индии или в России, неважно. Но это все вещи без души. Это такой сувенир, просто вот когда у тебя нет фантазии. Это, ну, я не знаю, друзья, я никогда не покупал себе магнитики. Мне кажется, это абсолютно скучно. Посмотрите, как красиво. Сегодня очень сильный ветер, и поэтому очень сильные волны. Прям море волнуется, да? Ну, в общем... Так вот, я ненавижу такие сувениры. Я ненавижу однообразные сувениры. Поэтому у меня есть для вас одна идея. Идея, какой идеальный сувенир вы можете привезти в первую очередь себе или другим людям, которые изучают русский язык. Или даже, может быть, не только людям, которые изучают русский язык. Что это за сувенир? Я вам покажу. У меня есть примеры этих сувениров вот здесь в рюкзаке. Но сначала я хочу об этом поговорить. Это очень просто. Это книги. И вы можете сказать: Макс, книги? Серьезно? Что в этом особенного? Что особенного в книгах? Тяжело говорить и подниматься в горку. Какой путь мы уже проделали. Так вот, что интересного в книгах, что необычного в книгах? Но я говорю не про обычные книги, а про уникальные, редкие, необычные и очень-очень недорогие книги. Это книги, которые можно купить в магазинах, которые в России называются «Старая книга». По крайней мере, вы можете открыть Яндекс.Карты. В России обязательно используйте Яндекс.Карты. Это
лучшие карты, поверьте. Вы открываете Яндекс.Карты и вводите «Старая книга» или «Магазин Старая книга» или «Старые книги», как угодно. И вы обязательно найдете так называемые букинистические магазины. Букинистические. Букинистический означает, по идее, это означает старая книга, да? Или редкая старая книга. В таких магазинах вы можете купить за 50 рублей иногда, то есть за $1, или за 100 рублей, за 200 рублей, иногда за 500 рублей, но вы можете купить уникальную, клевую книгу. Вот. Это здорово. Причем это может быть какая-то редкая книга, которую вы не найдете просто, так в магазине. И эта книга, она будет подержанная книга. И поэтому у этой книги будет история. Мне кажется, это классно. Давайте сейчас я попробую найти ту тропинку, мы подойдем поближе к морю, и я вам покажу примеры таких книг, и вы мне напишите, понравилась вам такая идея или не понравилась. Так, я, кажется, нашел тропинку. Вот, похоже? Да, это тропинка. Давайте вместе по ней пройдем. Здесь на юге очень много колючих растений с колючками. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Ух! Вот они. Вот они. Посмотрите, какие колючки. Это просто жесть. Так, фух. Отлично. Так, ой, еще колючки. Фух. О, какая красота! Офигеть! Вот это да! Вот это да! Вот это да! О! Идеальное место, чтобы снимать видео. Просто идеальное место. Это теперь моя будет видеостудия. Просто видеостудия мечты. Это просто что-то потрясающее. Посмотрите, какие волны. И пена. Вот это белое, это все пена. Море пенится. Прямо как капучино. Просто восторг. А вот там находится Турция. Можно помахать туркам. Турки, привет! Привет, Турция! Вот там Стамбул. Стамбул, привет! А вот там где-то Греция далеко. Эй, Греция, привет! Я нашел идеальную студию. Теперь все видео я буду записывать в этом месте. Так вот, друзья, хочу вам показать несколько примеров тех книг, которые я купил в магазинах, где продаются старые книги, или на рынках. Первый вариант — это магазины «Старая книга». Второй вариант — это рынки, так называемые блошинные рынки или барахолки. Барахолка, блошиный рынок — это место, где люди продают свои старые товары. Например, на таком блошином рынке, здесь, в Новороссийске, я купил книжку Льва Николаевича Толстого «Кавказские рассказы». «Кавказские рассказы». И, кстати, у нас был подкаст, где я рассказываю про один из рассказов, который называется «Хаджи Мурат». У нас был подкаст, послушайте обязательно этот подкаст. Супер книга, я ее уже прочитал. Эта книга стоила 50 рублей. 50 рублей. Это настоящая советская книга. Made in USSR.
50 рублей, друзья. Классная, твердая обложка, супер. Еще одна книга, которую я купил здесь в Новороссийске, тоже за 50 рублей. Эта книга называется «Именем России нареченный». Да, «Именем России нареченный». Нареченный, то есть названный. Это книга про город Новороссийск. Я ее еще не прочитал. Тоже 50 рублей, советская книга. Вот это вот, например, ребята, это военные адмиралы, ну, может быть, не все они адмиралы, да, вице-адмирал, в общем, назовем их так, адмиралы, которые основали Новороссийск. Да, то есть тут есть старые фотографии. Эта книга, конечно, написана в таком идеологическом как бы ключе. То есть здесь много идеологии. То есть ты читаешь что-то, и вдруг ты читаешь что-то про Ленина, потому что это советская книга. Ну и это забавно. Это забавно. В Советском Союзе все книги писали так. Обязательно нужно было что-то упомянуть о Ленине или о коммунизме, о партии и так далее. Но это забавно. Я не вижу в этом ничего плохого. Следующая книга это Лун Юй, или Лун Юй по-русски, или «Беседы и суждения», как ее часто переводят Конфуция. Эту книгу я купил в Китае. Можете посмотреть, это книга для детей. Вот, я здесь уже делал какие-то пометки. По сути, это цитаты Конфуция, которые написаны на старом китайском языке и которые объясняются на современном китайском языке. То есть это отличный вариант для тех, кто хочет читать Конфуция, но не знает, скажем, древнего китайского языка. Да? Также здесь есть поучительные истории для детей. Да? Истории, которые иллюстрируют какую-то мысль Конфуция. Окей. Ну и еще одна книжка, которую я купил в Краснодаре, город Краснодар. Книжка стоила, по-моему, 70 рублей. Эта книжка называется «В горах под Краснодаром». Собственно, практически там, где мы сейчас и находимся. Это тоже старая советская книга, где огромное количество разных иллюстраций. Вот, например, какие-то туристы в пещере. Или вот, например, реки в горах. Или вот сами горы, смотрите, водопад. Ну, здесь не так много информации, здесь просто много красивых картин, как выглядели эти места, где я сейчас нахожусь раньше. 20, 30, ну даже не 20, уже 40, 50 лет назад примерно. Вот как люди ходили в туристические походы. В общем, 70 рублей, друзья, и вот такая потрясающая книга, которая старше меня. Я родился в 1988 году. Эта книга была опубликована в 1980 году. Книга на 8 лет старше меня. Конечно, были и другие примеры разных книг, которые я покупал в других городах и даже в других странах, которые я привозил. И эти книги всегда интересно пересматривать. Например, одну книгу мне подарил торговец сувенирами в Турции. Представляете, торговец сувенирами подарил мне книгу про Турцию, про Каппадокию. Каппадокия — это безумно красивое место в Турции. И у меня до сих пор есть эта книга, иногда я открываю ее, и я вспоминаю мое путешествие по Каппадокии, мое путешествие по Турции. И это так классно иметь такие воспоминания. Тем более, эта книга не новая. Эту книгу держали раньше другие люди, какие-то турки или еще другие какие-то туристы. То есть у меня в руках целая история. История в твоих руках, друзья. Разве это не потрясающе? На этом, друзья, я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видео. Покупайте хорошие сувениры и читайте хорошие книги.
Пока-пока. У-у-у.